Взрывы автомобилей, уличные перестрелки и заказные убийства. В 90-х Москву трясло от криминальных разборок. В погоне за большими деньгами и красивой жизнью в столицу хлынули банды со всех концов страны. Однако местные группировки, уже давно поделившие между собой город, незваных гостей встретили враждебно. В борьбе за влияние они пускали в ход весь свой боевой арсенал и не щадили ни конкурентов, ни случайных свидетелей. Это было время интердевочек и братков, новой экономической реальности, в которой каждый должен был найти себя. Привычные социальные устои сломались, и началась жизнь без правил. Студентки становились проститутками, безработные спортсмены – бандитами. Первые бригады собирались в качалках. Так на юге Москвы появилась банда под предводительством Сергея Тимофеева, прозванного Сильвестром. Ореховская ОПГ, одна из самых крупных российских банд, действовала на юго-западе столицы с середины 80-х. Ее возглавлял тракторист из Нижегородской деревни Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. Костяк банды сформировали жители района Орехово-Борисово, в основном спортсмены. Начали они с разбойных нападений на дальнобойщиков, потом крышевали бизнесменов, наперсточников, угонщиков машин и квартирных воров, не брезговали и заказными убийствами. К началу 90-х банда насчитывала несколько сотен человек. Она была очень-очень большая. Туда входило, по тем данным, еще, значит, порядка больше 1000 человек. Много неповинных людей страдало даже тогда, когда акции устрашения проводились публично. Расстреливались, например, трамваи для убийства какого-нибудь одного криминального какого-то бригадира, использовались автоматическое оружие, расстреливались люди, попадали под пули даже, как сказать, в обычных трамваях. Сильвестр старался легализовать преступные доходы, вкладывал деньги в банковское дело, автомобильный бизнес и торговлю драгоценностями. Он считался одним из самых влиятельных мафиози не только Москвы, но и всей России. Впрочем, продолжалось это недолго. В 1994-м Тимофеева убили. После гибели главаря группировку сотрясли междоусобные войны. Часть бандитов перебралась в Испанию. В начале 2000-х силовики окончательно разгромили ОПГ, арестовав ее основных лидеров. Большинство получило пожизненные сроки. Дачный поселок в подмосковных Мытищах. Здесь на протяжении нескольких лет базировалась одна из самых жестоких и беспредельных бригад бауманской преступной группировки. Руководил ею 25-летний наркоман и психопат Алексей Шустов. Ленчик. Бауманская ОПГ. Бауманцы уже в конце 80-х контролировали весь центр столицы. Занимались рэкетом. Главарем был Владислав Ваннер по кличке Бабон. Ну, во-первых, это люди полностью лишены чего-то человеческого, определенно. Вот. Вот задача перед ними. А второе, это то, что они были согласны на любую работу. Убить так убить. Похитить человека так похитить. То есть они ничем не гнушались. Преступники отличались особой жестокостью и даже в бандитской среде считались беспредельщиками. Несговорчивых коммерсантов нередко вывозили в лес и закапывали живьем. К середине 90-х в банде сменилось несколько лидеров. Все они гибли от рук конкурентов. Между тем ОПГ продолжала крышевать бизнес, совершать заказные убийства, заниматься наркоторговлей. В начале 2000-х силовики арестовали ее основных участников, в том числе успевших перебраться за границу. Все приговорены к длительным срокам. При рассмотрении данного уголовного дела у суда возникали проблемы при вызове в судебное заседание потерпевших и свидетелей, потому что большинство из потерпевших и свидетелей просто панически боялись являться в суд, и суду приходилось принимать меры к обеспечению их явки, то есть кого-то заставляли путем привода, но при этом ряд потерпевших и свидетелей просто охраняли, то есть суд принимал меры к их охране, к обеспечению их безопасности. Московский городской суд вынес приговор. Дождавшись его, следователь Майер навсегда уехал из России. А 8 участников банды получили в общей сложности
135 лет колонии строгого режима. Суд приговорил Шустова Алексея Александровича признать виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован и протестован в течение 7 суток со дня вынесения приговора, осужденный в тот же срок со дня получения копии приговора в Верховном суде Российской Федерации. Измайловская ОПГ. Группировка сформировалась из молодежных банд, орудовавших на востоке Москвы в 80-х. Интересно, что в нее входили не только спортсмены, но и так называемые «синие» – уголовники с солидным криминальным стажем. ОПГ специализировалась на рэкете, наркоторговле, разбоях, грабежах и заказных убийствах. Нередко происходили перестрелки с силовиками, охотившимися на главарей. Причем бандитам почти всегда удавалось скрыться. Со временем их влияние распространилось и на другие регионы, включая Сибирь и Дальний Восток. Нажитые капиталы члены ОПГ отмывали через игорный бизнес, а затем вкладывали деньги в заграничную недвижимость. В конце 90-х многие лидеры измайловских перебрались в Европу, подальше от постоянных разборок. Считается, что из-за рубежа они до сих пор контролируют и развивают свой бизнес на юго-востоке столицы. В Успенском переулке произошло убийство. Около 6 часов вечера недалеко от сада Эрмитаж неизвестными преступниками был убит Василий Наумов, 62 года рождения. По словам сотрудников милиции, он являлся одним из авторитетов коптевской преступной группировки, и его убийство – результат бандитских разборок. После опроса свидетелей удалось выяснить следующее. Наумов на своем автомобиле BMW подъехал к пересечению Успенского переулка с улицы Петровка и остановил машину напротив здания ГУВД города Москвы. Не выходя из салона, Наумов с кем-то разговаривал по радиотелефону. Неожиданно сзади к иномарке подъехал автомобиль «Жигули» 99-й модели, в котором находились 2 человека. Поравнявшись с БМВ, водитель «Жигулей» сбросил скорость, а пассажир открыл по Наумову огонь из автоматического оружия. Затем машина повернула на Петровку и на высокой скорости помчалась в сторону Трубной площади. Стрельбу услышали сотрудники ГАИ и вневедомственной охраны, дежурившие около входа в здание ГУВД. На своей патрульной машине они бросились в погоню за преступниками. К сожалению, в районе станции метро «Красные ворота» в плотном транспортном потоке милиционеры потеряли «Жигули» из виду. Через несколько минут на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа ГУВД. Как выяснилось, убийцы стреляли из пистолета-пулемета иностранного производства. Рядом с БМВ обнаружено 10 гильз калибра 6,35. Несколько пуль попали Наумову в голову, и он скончался практически мгновенно. По словам оперативников, киллеры были профессионалами высокого класса. Ведется следствие. Коптевская ОПГ. Влиятельная столичная группировка в начале 90-х держала весь север Москвы. Ее сколотили Александр и Василий Наумовы. Братья занимались вольной борьбой, а после завершения спортивной карьеры взялись за рэкет. Привлекали в банду бывших спортсменов-единоборцев. Сами Наумовы числились руководителями нескольких коммерческих фирм, но был и другой заработок – вымогательство, кражи, заказные убийства и наркоторговля. Все дела бандиты вели только на своей территории, не лезли в чужие районы, однако это не уберегло их от криминальных войн с конкурирующими группировками. В 1995-м убили Александра, спустя 2 года Василия. Последняя перестрелка произошла недалеко от здания Мура на Петровке. После гибели лидеров банда утратила былую мощь, однако продолжала вести преступную деятельность. Вскоре несколько ее участников уехали в Европу, остальные были убиты или сели в тюрьму. Впрочем, если бы он знал, кого грабит, то посчитал бы наказание несущественным. Те, кто знаком с Матусовым, говорят, что на родине он бы, не раздумывая, лично задушил любого, кто посмел бы поднять на него руку. Если бы Басмач рассказал о своей жизни в Таиланде, его прежние друзья, скорее всего, не поняли бы таких пристрастий. Общение с трансвеститами в этих кругах, мягко говоря, не приветствуется. Однако стесняться уже некого. На плане Щелковского кладбища особая полоса – аллея почетных захоронений. Многие ходят сюда как на экскурсию. Посмотреть на причудливые фантазии местных пацанов, не жалевших деньги на обелиски для друзей, погибших в многочисленных разборках 90-х. А Щелковские все там похоронены, да? Там штук 15. 15, да?
Где-то здесь мог бы лежать и лидер банды, подмявший под себя весь местный бизнес и организовавший, по сути, конвейер заказных убийств по всей территории бывшего Союза. Но Басмач единственный смог скрыться и от конкурентов, и от полиции. Щелковская ОПГ – одна из самых крупных группировок, орудовавших в столице в начале 90-х, обосновалась в подмосковном городе Щелково. Бандиты обложили данью практически всех местных коммерсантов, а тех, кто отказывался платить, жестоко убивали. С годами аппетиты росли, и на подмосковную ОПГ обратили внимание криминальные авторитеты из других преступных сообществ. К щелковцам стали обращаться за помощью в устранении конкурентов. Они превратились в своеобразную расстрельную команду, получая заказы на работу в разных уголках страны. Просьб убить того или иного человека поступало так много, что штатные киллеры не успевали ездить по командировкам. В бизнесе это называется аутсорсинг. Впрочем, щелковские пацаны об этом, конечно, не подозревали. В обмен от дружественных бригад поступали заказы на жертвы, которые находились в столичном регионе. Считается, что за 10 лет киллеры бригады убили около 60 человек. Простые парни, оставшиеся без работы после развала Советского Союза или только что вернувшиеся из армии, с радостью вливались в новый коллектив, который со временем стал одной из самых мощных преступных группировок на постсоветском пространстве. Новичков Матусов уверял, что пока они под его защитой, никто и пальцем не посмеет их тронуть, не уточняя, что сам предпочитает расправляться с теми, кто, по его мнению, допустил непростительную ошибку. Разгром группировки начался только в 2006 году, когда в полицию обратился один московский бизнесмен. Он рассказал, что бандиты вымогают у него крупную сумму денег. Благодаря его показаниям оперативники УБОП смогли ликвидировать банду. Цинка кружила там смертельный хоровод, из плоти жизнь стекла кровавой лужи. У всех вступивших в полосу невзгод. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Я думаю, что сегодня у многих из нас, кто постарше, есть знакомые или знакомые знакомых, которые в лихие 90-е жили не вполне законной деятельностью. Впрочем, может и не у многих, потому как косили тех ребят просто пачками. Но опять-таки, если говорить о разменных монетах, они действительно гибли в очень больших количествах, а вот те, кто управлял бригадами, до них добраться было сложнее. Не поверите, но кто-то из лидеров, возглавлявших различные группировки, и обычные быки тех времен сегодня работают вполне обычными работягами. Кто-то психологом, кто-то занимается театральной деятельностью, открыв в себе творческое начало. Кто-то работает на заводе наряду с обычными работягами, а кто-то перебивается колымами. Есть и те, кто заработал большой куш и до сих пор живет припеваючи, особо ничем не занимаясь, путешествуют, развлекаются. Но как бы то ни было, никто из них сегодня уже звезд с неба не хватает. Я думаю, многим сложно будет представить, каково это зарабатывать, к примеру, 5-7 тысяч долларов в день, и так месяцами, а то и годами, а потом вдруг спуститься до нас, простых смертных, и встать в ряды со всеми, начать жизнь, как все. Ведь многие спустились с небес на землю, стали хорошими, по крайней мере, давно уже внимания к себе не привлекают, живут тихо и не дергаются. Весьма интересная тема, что же стало с теми, кто выжил в 90-е, как говорится в одной известной черной кинокомедии. Давайте попробуем выяснить. Углубившись в эту тему, я узнал много для себя интересного и нового. Надеюсь, для вас эта информация будет так же интересна, как и мне. В данном видео я расскажу о некоторых главарях довольно известных в 90-х банд, и не только о главарях, и что с ними стало теперь. Само собой, список из известных личностей можно растянуть на многие часы видео, поэтому всех, о ком скажу в этом видео, были мной выбраны из личных предпочтений, а вы напишите в комментариях тех, кого бы вы добавили в этот список. На самом деле, судьба каждого из учащихся тогда братков сложилась по-разному. Большинство из бандитов 90-х, как известно, отправилась в края вечной охоты, причем еще в сами 90-е. Вот выдержка из рассказа одного из участников банд 90-х. Деньги текли рекой,
Мы думали, что так теперь будет всегда. Все схвачено, все распределено, все согласовано. Деньги никто не считал. Разбрасывались пачками. Какие суммы отлетали на девочек, рестораны и сауны, никто не знает. Смысл было заморачиваться, когда ты знаешь, что завтра тебе снова притащат бабки в мешках. Разумеется, наперед особо не думали, а может просто не рассчитывали дожить до завтрашнего дня, поэтому жили сегодняшним. Само собой, участники группировок ведь тоже не все рассказывают, и это правильно, ведь дел темных было провернуто уйма. В продолжении, как говорит один из участников, знали бы, что все очень скоро поменяется, напокупали бы недвижимости, ликвидный товар, но кто об этом сильно думал? Среди моих знакомых таких нет. Но вот что интересно, эти самые братки из 90-х сегодня очень приятные в общении люди. Неизвестно, насколько далеко они переступали через закон. Подробности не раскроют. Они очень хорошо следят за словами. У них есть понятия, которые вызывают уважение. Нет, речь не идет о каких-то бандитских и зоновских аспектах. Просто, если человек, который сам варился в той каше лихих 90-х, дал слово, то он сделает все возможное и невозможное, чтобы это слово сдержать. Также он требователен и к тому, кто ему это слово дал. Правда, насчет некоторых из многих убиенных тогда, в кавычках, Саш Белых, все никак не утихают споры. На самом ли деле они тогда улетели к праотцам? Или же, подобно главгаду бригады, инсценировали собственную смерть? И сейчас живут под измененными именами где-то за границей. Особенно яркая дискуссия тут ведется по поводу судьбы первого лидера Ореховской ОПГ Сергея Сильвестра Тимофеева. По официальной версии, взорванного в Москве осенью 94-го, по неофициальной, просто устроившего шоу. Настолько далеко дискуссия зашла, что даже собственная дочь авторитета Карина просит провести эксгумацию его могилы. Ну а сейчас немного подробнее об этом деле. 13 сентября 1994 года, Москва, около 19:00. Из Чара-банка, расположенного в доме номер 46 по 3-й Тверской-Ямской улице, выходит солидный бизнесмен в деловом костюме, которого сопровождает его водитель-телохранитель. Коммерсант решает сам сесть за руль одного из первых в столице автомобилей Mercedes-Benz S600, а его шофер садится рядом. В 19:05 бизнесмен заводит машину, гремит мощный взрыв. Взрывное устройство на основе ручной кумулятивной гранаты РКГ-7 срабатывает прямо под водительским сиденьем. При довольно большой мощности это боеприпас узконаправленного действия. Взрыв уносит жизнь бизнесмена, почти не задев его водителя. Лишь 2 суток спустя, 15 сентября, Тверская межрайонная прокуратура Москвы официально сообщила, что с вероятностью 70% взорванный предприниматель и известный в криминальных кругах преступный авторитет Сергей Тимофеев, больше известный как Сережа Новгородский или Сильвестр. В 1994 году по всей России и особенно в Москве гремели криминальные войны. Бандитские разборки на улицах столицы не были редкостью. Однако взрыв на 3-й Тверской-Ямской улице все равно вызвал большой переполох. Дело в том, что именно по ней каждый день с работы возвращался тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин. В правоохранительных органах испугались, что могло произойти покушение на Черномырдина, однако быстро разобрались. Как часто случается в те годы, все свидетели взрыва сразу же разбежались, и приехавшим милиционерам оставалось общаться лишь с теми, кто никак не мог уйти – охранники и дворники, которые не заметили ничего важного. Личность взорванного коммерсанта вскоре установили по документам. Им оказался 39-летний Сергей Жлобинский, один из акционеров Чара-банка. Именно эта фамилия попала в сводки МВД и затеряла среди многих других преступлений. Даже искушенные корреспонденты не сразу сообразили, кого взорвали рядом с Белорусским вокзалом. Только 2 дня спустя из сообщения Тверской межрайонной прокуратуры Москвы стало понятно, что взорвали самого Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр, лидера преступного мира столицы. Дело в том, что еще 14 сентября в редакцию «Комсомольской правды» позвонил неизвестный и сообщил, что под фамилией Жлобинский скрывается Тимофеев, а преступление организовали приближенные другого криминального авторитета Владислава Ванера по кличке Бабон. Его по приказу Сильвестра расстреляли весной 1994 года в столичном тире.
Информация о подрыве Тимофеева стала быстро распространяться, и власти, которая в то время ценила влияние СМИ, пришлось реагировать. О подрыве Сильвестра Москва узнала не сразу, лишь потому, что незадолго до покушения он женился на своей молодой помощнице Ольге Жлобинской и взял ее фамилию. Личность взорванного бизнесмена устанавливали больше 1,5 лет, но в 1996 году сомнений у следователей и оперативников не осталось. Взрыв унес жизнь именно Сильвестра, в первую очередь потому, что все его деньги после покушения ушли преемникам Тимофеева в Орехово-Медведковской ОПС. Как бы то ни было, дело о взрыве машины с Сильвестром не раскрыли до сих пор. Не подтвердилась и конспирологическая версия о том, что Тимофеев инсценировал свой финал, а сам скрылся. Ее проверяли и опровергли неоднократно, и все как один экспертные методы говорили о том, что на 3-й Тверской-Ямской улице взорвали именно Сильвестра. В 2022 году Карина Харламова, дочь Сергея Тимофеева, постоянно проживающая в Испании, обратилась в столичные правоохранительные органы с просьбой проверить того, кто похоронен на кладбище под именем ее отца. Источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертизу пока так и не провели из-за юридических тонкостей. Дело в том, что формально дело о подрыве Сильвестра приостановили из-за отсутствия подозреваемых, да и сроки давности по этому преступлению вышли еще в 2009 году. Впрочем, по некоторым данным, дело могли и вовсе утерять в момент перевода следствия из прокуратуры в Следственный комитет России. Кроме того, у следователей нет причин считать, что взрыв унес жизнь другого человека. Эта версия проверялась не раз, поэтому дочери Сильвестра порекомендовали обратиться в суд, что она пока не сделала. Кто-то, кто не прилег на Хованском в свое время, сидит на крупных сроках или даже на пожизненном. Среди таких, например, ночной губернатор Санкт-Петербурга, печально знаменитый лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин-Барсуков, он же Кум, осужденный за заказные убийства, в том числе депутата Галины Старовойтовой, рейдерские захваты и прочие шалости эпохи первоначального накопления капитала. В полярной сове на Ямале сидит пожизненно Сергей Буторин, он же Ося, вечно улыбающийся преемник одиозного Сильвестра на посту лидера Ореховской преступной группировки. По одной из версий, сам же способствовавший осенью 94-го отправке своего предшественника на тот свет. Сергей Буторин возглавил Орехово-Медковское ОПС в далеком 94 году, после гибели прежнего лидера группировки Сергея Тимофеева, он же Сильвестр. Под руководством Буторина Ореховские стали одной из самых грозных банд столицы и прославились своей жестокостью. Ликвидаторы Оси отправили на тот свет знаменитого киллера Александра Солонина, он же Саша Македонский, основателя Медведковской ОПГ Григория Гусетинского, он же Гриша Северный, директора известного столичного стрип-клуба «Долс» Иосифа Глоцера и многих других противников, всего около 40 человек. В 1996 году, пытаясь скрыться от правосудия, Буторин инсценировал свой уход из жизни и сбежал из страны. Но в 2001 году его задержали в пригороде Барселоны, а 2 года спустя экстрадировали в Россию. В 2011 году Ося получил пожизненный срок и был этапирован в колонию «Полярная сова». Пожизненно осужденный лидер Орехово-Медведковского организованного преступного сообщества стал готовиться к возможному освобождению и отправке на специальную военную операцию. Заключенный уверен, что у него есть все шансы оказаться в зоне боевых действий, а поэтому активно занимается йогой, медитирует и увеличил спортивные нагрузки. И Буторин далеко не единственный среди известных российских преступников, кто намерен сократить свой длительный срок и выйти на свободу под самыми разными предлогами. Несмотря на всю тяжесть обвинений, осужденный лидер Орехово-Медведковского ОПС не только не признал свою вину, но и не потерял надежду выйти на свободу. После начала СВО в 1922 году именно Буторин, одним из первых среди заключенных, попросил отправить его в зону боевых действий. В тот момент и ему отказали. Такой практики просто не было. Но в марте 24-го в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе РФ законодатели внесли ряд изменений, которые дали Осе новый шанс. Пользуясь изменениями в законодательстве, Буторин повторно подал прошение об отправке на СВО и на этот раз надеется на положительный для себя исход. Но на сегодня он продолжает находиться в местах не столь отдаленных, что говорит о том, что прошение об отправке на СВО было отклонено. Заменить стены колонии на зону боевых действий пытался и Владимир Алексеев, он же Вова Беспредел, участник банды Цапков, снискавший мрачную славу одной из самых жестоких группировок в современной истории России. Цапки почти 20 лет держали в страхе станицу Кущевская, Краснодарский край.
Они избивали неугодных и отправляли их на тот свет. Занимались рэкетом и насиловали приглянувшихся им девушек. Алексеев выполнял роль телохранителя лидера группировки Сергея Цапка и лишил жизни 18 человек. А 4 ноября 2010 года бандит участвовал в нападении на дом фермера Сервера Аметова. Там лишили жизни 12 человек, в том числе 4 детей. Эта кровавая бойня потрясла Россию и стала началом конца для банды Цапков. В 2013 году Вову Беспредела приговорили к пожизненному сроку и этапировали в колонии Торбеевский Централ. Алексеев пытался смягчить свой приговор и неоднократно подавал апелляции. Последний раз он подал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание, но ее отклонили. В начале 2023 года Владимир Алексеев попросил отправить его на СВО. Он хотел вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но получил отказ. Впрочем, учитывая последние изменения в законодательстве, не исключено, что Вова Беспредел снова попытается попасть в зону боевых действий. С начала 20-х мотает строгача за организацию преступного сообщества и Толя Бык, он же Челентано, он же просто Анатолий Быков, один из наиболее известных красноярских братков 90-х, некогда противостоявший самому Александру Лебедю. Кассационный суд признал законным 20-летний приговор, назначенный красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, которого правоохранительные органы считают криминальным авторитетом. Рассмотрев жалобы осужденного и его адвокатов с доводами о невиновности, нарушении прав, необъективности и предвзятости следствия, судебная инстанция не нашла оснований для изменения либо отмены приговора. 20 лет заключения Быкову назначили по совокупности 3 уголовных дел за организацию и подстрекательство к расправе над авторитетом Владимиром Филипповым в 1998 году и бизнесменом Андреем Николовым в начале 2000-х, ликвидацию в 1994 году двоих своих членов своей группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Быков отрицает свою вину в этих преступлениях. А кто-то из бывших бандюганов той поры стал ныне весьма уважаемым бизнесменом и прошлое свое крайне вспоминать не любит, от слова совсем. Но мы-то их помним, как, например, знаменитый Лучок Сергей Лалакин, один из лидеров печально знаменитой Подольской ОПГ, также жив и на свободе. Числится среди теневых руководителей сразу нескольких российских компаний и даже является уважаемым президентом Подольского футбольного клуба «Витязь». В былые времена лидер Подольской ОПГ Лалакин Сергей Николаевич, он же Лучок, держал под своим контролем значительную часть Подмосковья, Серпуховский, Подольский, Чеховский район и так далее. Его владения начали распространяться на Тульскую область. Также по линии ФСБ, других силовиков прокуратуры у Лучка было все схвачено. Более того, он наладил тесные отношения с властями, получал госнаграды, в том числе Орден Дружбы и медаль за заслуги перед Отечеством. Сам Лучок был на верхушке всех возможных иерархий, то есть король. Более того, он стал позиционировать себя как человек, близкий к власти, а не мафиози. Он обычно все встречи проводил в подмосковной резиденции. Там вел прием даже своего близкого друга вора в законе Аксенова Сергея Валерьевича. Сходок Лалакин не посещал, но потом у всех территорий подконтрольных Лучку появляется новый хозяин. Их постепенно прибрал к рукам Кремлев Умар Назарович, и сделать Лучок и его высокопоставленные друзья ничего не могли. Ведь Кремлев – ставленник главы службы безопасности президента Алексея Рубежного. В результате Лалакин почти ежедневно терял денежные объекты, источника доходов и, главное, влияние. Когда у тебя все отбирают, а ты ничего не можешь сделать, полностью разрушает репутацию великого и могучего. В результате Лучок вернулся к истокам и стал с 2023 года посещать мафиозные мероприятия. Сначала это были топ-мероприятия, и на них непременно Лучок жаловался на Кремлева. Однако с тех пор положение Лучка еще ухудшилось. В результате теперь он готов посещать такие важные в кавычках мероприятия, как празднование дня рождения дочери законника Бадрику Гуашвили, он же Бадрику Таиски. Также Лалакин готов активно выезжать на встречу с другими мафиози в удобное место, а в обязательном посещении его резиденции вопрос даже не стоит. Все бывшие криминальные товарищи и даже близкие друзья не хотят видеть заплывшего и дурно пахнущего, уже давно никому не интересного Лалакина Сергея Николаевича. А он так и продолжает, несмотря на все унижения от бывших товарищей, умолять их о помощи, чтобы вернуть себе былой авторитет.
Лидер российского криминала, вор в законе Захарий Калашов, более известный по кличке Шакро Молодой, вышел из колонии в 2024 году, где отбывал срок за вымогательство и взятки. Он отбывал наказание в колонии номер 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский. Шакро Молодому в марте 2024 года исполнился 71 год. Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким, которая сопровождалась перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с 2 жертвами в декабре 2015 года. В стрельбе участвовали 10 человек, 2 из которых погибли. В марте 2018 года Калашова и 13 его подельников признали виновными в 2 эпизодах вымогательства с применением насилия в составе организованной группы с целью завладения имуществом в особенно крупном размере. Захарий Калашов получил в 2018 году 9 лет и 10 месяцев строгого режима. Суд назвал Шакро Молодого в приговоре лидером криминального мира России, но учел, что все подсудимые, в том числе Калашов, положительно характеризуются. Один из участников перестрелки, бывший майор ВДВ, подручный Шакро Батыр Бакмурадов, которому дали 15 лет колонии строгого режима, отправился в зону проведения военной операции в Украине. Еще один главарь Солнцевской, Сергей Михайлов, он же просто Михась, ныне гражданин России, Израиля и Коста-Рики, уважаемый бизнесмен, президент акционерного общества «Центральный дом туриста» и даже заслуженный полярник России. Очень помогал в финансировании дорогостоящих северных экспедиций, но есть и те, так и не исправившиеся уркаганы, кто продолжил криминальный путь и отнюдь не легализовался. Юность все никак не отпускает. А пуля до статья в свое время не нашли. Или еще не нашли. Так, знаменитый Леня Хитрый, в миру Алексей Суворов, экс-лидер Мазуткинской и Таганской ОПГ, стал одним из авторитетнейших российских воров в законе и по сути преемником самого Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Правда, в самой России законник появляется не так часто, кочует где-то по Европе, между Нидерландами и Бельгией. Те, кто застал 90-е годы, хорошо помнят, как часто в криминальных сводках фигурировали громкие заказные убийства, устраняли конкурентов по бизнесу, должников и кредиторов, боссов и даже коллег по преступной деятельности. Спрос на убийство был настолько велик, что профессия киллера стала невероятно востребованной. В наемные убийцы шли бывшие спортсмены, уголовники, военные и даже сотрудники милиции. Киллеры были повсюду – в новостях, романах, фильмах и сериалах, и даже в мечтах мальчишек, считавших это кровавое ремесло денежным и романтичным. Кем на самом деле были знаменитые киллеры 90-х, как и чем заняты сегодня те из них, которым удалось все-таки выжить. Аслан Гагиев, известный в криминальных кругах как Джако, по праву считается одним из самых кровавых палачей России. На счету подконтрольной ему группировки убийц 60 жертв. В середине 90-х этот уроженец Грузии сумел объединить 55 человек в мощную и глубоко законспирированную банду, которая орудовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В свою команду Джако не брал кого попало, на него работали в основном бывшие силовики. Также был переборчив Джако и в заказах, выполняя только наиболее высокооплачиваемые и сложные. Среди жертв его ОПГ высокопоставленные сотрудники милиции, государственные чиновники и крупные бизнесмены. В отличие от многих других киллеров, предпочитавших стрелять из снайперских винтовок, из укрытия или в темном переулке из пистолета, бойцы Гагиева любили шумные расстрелы из автоматов, выпуская в каждую жертву не менее 25 пуль. Также часто они душили своих жертв пластиковыми пакетами и скотчем. В 2015 году Гагиев был задержан в Австрии местными властями и передан России, приговорен к пожизненному лишению свободы. Количество убийств, совершенных киллером Александром Салонником, известным также как Саша Македонский, точно неизвестно. Считается, что на его совести несколько десятков смертей. Бывший милиционер Салонник сменил множество профессий, пока не примкнул к курганской преступной группировке, где сразу же стал очень востребован.
отличная меткость и умение стрелять по-македонски с двух рук. Салоника его больше распиарили, такой вот сделали его героем этих историй, стрельба по-македонски, то он чуть ли там не 10 пистолетов сразу может убить 85 жертв. Обеспечили Салонику уважение в преступной среде. Киллер использовал в работе самое разное вооружение, от пистолетов ТТ и снайперских винтовок до гранатометов РПГ. Саша Македонский был одним из самых высокооплачиваемых профессионалов, его гонорар достигал $500 000. Кроме убийств, Салоник прославился и другими талантами. Киллер умел мастерски изменять внешность и выкручиваться из самых безвыходных ситуаций. Он был единственным человеком, которому удалось сбежать из знаменитого московского следственного изолятора «Матросская тишина». Несмотря на свое мастерство, Салоник был устранен коллегой по ремеслу Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат, киллером Ореховской преступной группировки. Салоник и его любовница Светлана Котова, финалистка конкурса «Мисс Россия 96», были убиты в 1997 году на съемной вилле в Греции, где жили под чужими именами. Киллер Олег Пронин никогда не страдал от ложной скромности, поэтому начал себя называть Аль Капоне в честь известного американского гангстера. Путь убийцы Пронин начал с самого прозаичного криминала. На его счету несколько мелких разбоев, крышевание наперсточников, рыночный рэкет. В начале 90-х Пронин вступил в Ореховскую ОПГ, во главе которой стоял король преступного мира Москвы Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. А зампрофессии Аль Капоне обучал печально известный Саша Солдат. Опытный киллер преподал Пронину уроки стрельбы и маскировки, которые очень пригодились новичку в его дальнейшей работе. Всего Аль Капоне совершил 22 убийства, самым известным из которых стало устранение старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. Тот вел дело Ореховской ОПГ и был недоговорным. К убийству Пронин готовился особенно тщательно. Он переоделся в бомжа и несколько дней наблюдал за домом, где жил Керезь. Тщательно изучив маршрут следователя, киллеру не составило труда приблизиться к нему и убить 4 выстрелами. В 2014 году суд приговорил Олега Пронина к 24 годам тюремного заключения. Есть информация, что даже из тюрьмы киллер умудряется координировать своих подельников из Ореховской ОПГ. Сколько человек точно убил Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат, знает лишь он сам. В юности Пустовалов активно занимался боевыми единоборствами и поэтому попал служить в морскую пехоту. Демобилизовавшись, он планировал устроиться на работу в правоохранительные органы, но познакомился с членами Ореховской ОПГ и влился в ее ряды. Свою работу в качестве киллера Саша Солдат начал с расправы над членами своей же преступной группировки. За зверскую жестокость коллеги прозвали его «мясником», что очень льстило убийце. Провинившихся бандитов Пустовалов убивал во время застолья, после чего разбирал на конструктор, то есть расчленял. В числе жертв Саши Солдата входили также строптивые бизнесмены, должники и другие киллеры. Например, Александр Салоник, убитый Пустоваловым в Греции. Для того, чтобы как можно ближе подобраться к жертве, Солдат часто наряжался бомжом или дворником. Любимым оружием преступника был легкий и удобный пистолет Глок, не имевший предохранителя. В 2004 году Пустовалова приговорили к 13 годам заключения, но чуть позже добавили еще 11. Всего киллера Ореховской ОПГ подозревают в 35 убийствах, но пока доказать удалось только 17. Постепенно картина его преступной деятельности проясняется и, вероятно, к уже и так внушительному сроку скоро добавится и еще несколько лет. Земляк и товарищ по Ореховской ОПГ Олега Пронина Игорь Сосновский по кличке Чипит убил 16 человек. В середине 90-х годов его приняли в банду по рекомендации Аль Капоне и тут же дали первое задание. Дебютом бывшего десантника стало убийство одного из членов группировки, который начал употреблять наркотики и этим раздражал главарей. Заказ Сосновский выполнил так качественно, что его жертвой, кроме самого провинившегося, стал и приятель наркомана, оказавшийся невольным свидетелем расправы. После этого последовали другие задания, которые Чипит выполнял максимально качественно. Людей Сосновский убивал с особым цинизмом, в основном дневное время и очень дерзко. Работал убийца не сдельно, а за солидную зарплату в долларах, которую ему выплачивали в конце каждого месяца. Правоохранители шли по следу киллера долгих 17 лет, пока его не выдала соседка по квартире, случайно увидевшая ориентировку на разыскиваемого преступника. Кроме убийств, за Сосновским числится 5 покушений на убийство, а также незаконный оборот оружия.
В 2017 году киллера приговорили к 18 годам и 8 месяцам заключения. Сергей Фролов, имевший в криминальных кругах кличку Болтон, вступил в Ореховскую ОПГ одновременно с Игорем Сосновским. Впоследствии они сдружились и даже совместно выполняли некоторые заказы. На сегодняшний день известно о причастности Фролова к 16 убийствам. Первое убийство он совершил в 1997 году, устранив Сергея Шевченко, члена враждебной Голицынской ОПГ. Так как с заданием Фролов справился очень хорошо, его начали использовать как штатного киллера, поручая убийства самых разных людей. Среди жертв Фролова как члены конкурирующих банд, так и свидетели по уголовным делам, способные навредить главарям Ореховской группировки. Карьера этого убийцы была очень продолжительной. В 2014 году он застрелил известного адвоката Татьяну Акимцеву и ее водителя. Из всех киллеров Фролов был наиболее осторожным. Убийца использовал для связи десятки мобильных телефонов и звонил своим координаторам в строго оговоренное время. 18 лет ему удавалось вводить правоохранителей за нос, но в 2015 году его все же арестовали. Известный всем как Леша Солдат, киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов имеет на счету 12 доказанных убийств. Отец Леши был военным, и сам он также закончил военное училище и даже служил инспектором в отделе спецперевозок МВД. Шерстобитов серьезно занимался спортом и со своим будущим боссом познакомился именно в спортзале. Свою преступную карьеру Леша Солдат начал в качестве охранника торговых точек, принадлежавших его группировке. Но затем рядового бандита крупно подставили, повесив на него долг за крупную партию оружия. Чтобы дать возможность рассчитаться с главарем ОПГ, Шерстобитова повысили до киллера, поручив выполнить заказное убийство. На первое задание Леша Солдат отправился с гранатометом РПГ-18 «Муха», но с треском его провалил. Несмотря на неудачный дебют, киллер считается одним из самых наиболее результативных убийц в истории российской организованной преступности. Именно он убил крупного бизнесмена Атари Квантришвили и владельца стрип-клуба Долс Иосифа Глоцера. Убийство Глоцера было признано верхом мастерства. Предпринимателя Леша Солдат стрелял из револьвера с расстояния 47 метров и попал точно в висок. Не отнять у киллера было и изобретательности. Чтобы устранить президента компании «Русское золото» Александра Таранцева, Шерстобитов изготовил автоматическую стрелковую установку, которую разместил в багажнике автомобиля. Из-за сбоя в часовом механизме автомат Калашников начал стрелять на 2 часа позже установленного времени, поэтому вместо Таранцева был убит охранник и пострадали случайные прохожие. В 2006 году киллера задержали, а в 2008 году ему дали 13 лет. Чуть позже срок увеличили до 23 лет, так как всплыли еще несколько неизвестных ранее убийств. Несмотря на большой срок, Шерстобитов не пал духом. В тюрьме он женился, написал несколько книг о своей насыщенными событиями жизни и даже устраивает фотосессии и дает интервью. Многие наследники криминальных авторитетов стремятся дистанцироваться от прошлого родителей, получают образование за рубежом, строят легальный бизнес или ведут светскую жизнь. Однако некоторые сталкиваются с последствиями репутации семьи, например, с трудностями при создании имиджа или с интересом со стороны СМИ. Стоит отметить, что информация о частной жизни этих людей может быть неполной или противоречивой, так как многие стараются сохранять конфиденциальность. Судьба наследников криминальных авторитетов 90-х сложились по-разному. Некоторые отошли от преступного прошлого, другие продолжают вести бизнес или сталкиваются с последствиями репутации родителей. Дети деда Хасана. Дед Хасан, он же Аслан Усаян, был влиятельным российским криминальным авторитетом и вором в законе, который действовал на постсоветском пространстве и Западной Европе. Он был лидером кавказских преступных группировок, придерживался ортодоксальных взглядов на воровское сообщество и выступал в роли арбитра в криминальных конфликтах. Был убит в Москве в 2013 году снайпером. Надари Усаян, сын деда Хасана,
В прошлом был совладельцем нескольких предприятий, включая компании, связанные с авиатехникой, арендой автомобилей и сетью кафе «Русское бистро». Имел долю в фирмах за рубежом, в том числе в Австрии, где приобрел недвижимость. По некоторым данным, большую часть времени семья Надари проводит в Австрии. Сам он не привлекался к уголовной ответственности, но предприятия, в которых он был совладельцем, фигурировали в криминальных делах. Нуна Усаян, дочь деда Хасана, проживала в Тбилиси и Сочи. В криминальных сводках не упоминалось. По некоторым данным, у нее есть сын Амар Фараян, который играл в юношеской команде «Динамо Киев». О его связях с криминальным миром информации нет. Ираклий Усаян, внук деда Хасана, в 2018 году прилетал в Армению накануне воровской сходки, но мероприятие не состоялось из-за вмешательства полиции. В 2019 году был задержан на сходке в Люберцах, однако достоверных сведений о его криминальной деятельности нет. Ходят слухи, что он покровительствовал некоторым звездам эстрады. Дети Тариэла Аниани по кличке Таро. В конце 70-х Таро признали вором в законе. В 80-х Аниани считался одним из самых авторитетных воров Москвы. С 2009 по 2019 год Тариэл Аниани находился в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. В 2019 году его выпустили на свободу. В 2020 году Таро уехал в Испанию, где его арестовали и приговорили к 4 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 36 тысяч евро. В 2021 году ему удалось выйти из испанской тюрьмы. С тех пор местонахождение преступника неизвестно. У Таро 2 детей, сын Буба и дочь Гванца Мария Аниони. Долгое время единственный сын вора в законе жил в Париже, в Барселоне, а затем вернулся в Москву, где учился в британской международной школе. Высшее образование Буба Аниани получил в Лондоне. В настоящее время сын Таро живет в Москве. Из соцсетей можно отметить увлечение Аниани. Он болеет за футбольный клуб «Барселона» и любит сериал «Бригада». В 2017 году основал нефтяную компанию ТД «Смолнефть». В сентябре 2025 года женился в Грузии. Свадьба прошла с участием звезд и представителей светской Москвы. Гванца Мария Аниани также получала высшее образование в Лондоне, а затем переехала жить в Москву. Девушка вела страницу в Инстаграм, где рассказывала о своих путешествиях. Она часто посещала греческий остров Микос, королевство Монако и Грузию. В настоящее время профиль Гванца Марии закрыт. Григорий Терентьев, сын Сергея Терентьева, лидера ОПГ «Уралмаш». В начале 2000-х его вместе с другими участниками группировки осудили на 13 лет за организацию преступного сообщества, вымогательство, терроризм, убийство и грабеж. Но вскоре Верховный суд Терентьева оправдал, и в 2002 году он вышел из СИЗО. Его сына, Григория, долгое время называли коммунальным королем. Терентьев-младший владел управляющими компаниями ЖК «Адмиральский», ЮК-Энерго, а также УК «Екатеринбург», УК-Дом и УК «Татищевский». Неофициально в сферу влияния Терентьева, по данным СМИ, входили также ряд других компаний. Помимо этого, вместе с Алексеем Вихаревым он через ООО «Немезида Инвест» владеет Северным автовокзалом. Кстати, семьи Вихаревых и Терентьевых дружны, у них есть квартиры в одном доме. Антон Салоник, сын Александра Салоника, известного в криминальных кругах как Саша Македонский, одного из главных российских киллеров 90-х годов. По данным следствия, на счету Салоника более 20 убитых криминальных авторитетов. Начавший свою криминальную биографию в Курганской ОПГ, киллер трижды сбегал из-под ареста, в том числе из московского СИЗО «Матросская тишина». Как рассказал его сын Антон, отец спустился в бега, когда ему было 2 года. Мать Антона отказалась бежать вместе с киллером, выбрав спокойную жизнь. О том, кем на самом деле был Салоник, Антон узнал в 13 лет случайно. Причем подробности криминальной жизни родителя его не испугали, как и перспектива преследования бандитами. До 13 лет Антон считал, что его отец погиб в автокатастрофе, хотя на самом деле Салоника в 1997 году убили на его вилле в Афинах рядовые киллеры Ореховской ОПГ. Уже в сознательном возрасте Антон не стал менять фамилию. Сейчас Антон работает, занимается музыкой, воспитывает сына, не осуждает отца, хотя в детстве чувствовал злость из-за его отсутствия. Дети Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, Эдуард и Геннадий, сыновья от первого брака с Лидией Айвазовой, оба живут за границей. Эдуард в США, Геннадий в Австралии. Не афиширует происхождение.
владеют недвижимостью в России. По данным источников, ведут легальный бизнес и не связаны с криминалом. У Калины Никифоровой, одной из близких боевых подруг Япончика, был сын Виктор, которого Вячеслав Иваньков усыновил. Мальчик боготворил своего отчима и старался подражать ему во всем. В 22 года Виктора Никифорова короновал сам Япончик. Витя Калина, как звали пасынка Иванькова в уголовной среде, говорил про себя: «Если бы я не стал вором, я стал бы артистом». Он любил читать, был меломаном и очень тяготел к роскошной жизни. Фактически, Витя стал одним из самых молодых авторитетов. Это происходило в 90-е годы, когда воровской закон стал чем-то призрачным и появились воры, покупавшие себе высокие звания за деньги. Некоторые из новых авторитетов даже ни разу не приступали порог исправительных учреждений, но Витя был не из их числа. Он был осужден в 18 лет. Жизнь молодого вора в законе была недолгой. В 1992 году возле собственного дома он был смертельно ранен выстрелом в затылок. Приемному сыну одного из глав криминального мира было 28 лет. Еще один родной сын Япончика от молодой любовницы воспитывается Мишкой-боксером, охранником и по совместительству переводчиком Иванькова. В криминальной среде нередко бывает, что вдовы и подруги авторитетов переходят по наследству к другим членам бандитской группировки. О том, как растет и воспитывается ребенок, практически ничего не известно. Дочь Сергея Цапка, Анастасия Феррер, известна как любительница красивой жизни. Судя по ее страницам в соцсетях, девушка много путешествует, останавливаясь в дорогих отелях, посещает громкие вечеринки, а также носит люксовые бренды. А еще она любит быструю езду. За последние 3 года Феррер получила 169 штрафов более чем на 200 тысяч рублей, большая часть из которых была за превышение скорости. Вот и в ночь на 30 сентября в селе Николаевка, Ростовская область, Анастасия привычно давила на газ. Ее черный люксовый спорткар Mercedes AMG GT разогнался на улицах села до 136 км в час при допустимых 60 км в час. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и протаранила стену жилого дома. Чудом никто не пострадал. В момент аварии семья хозяев была в гостях. Вместе с Анастасией в машине был ее молодой человек. Несмотря на то, что авария обошлась без пострадавших, она получила широкий резонанс, во многом из-за поведения виновников. Как сообщал телеграм-канал Мэш со ссылкой на очевидцев, Анастасия могла быть пьяна. Угрожая прибывшим на место сотрудникам ГИБДД, запрещала снимать, обещала проблемы и позорное увольнение. А спутник девушки, по данным издания «База», грозил полицейским, что те встанут на колени, если будут проблемы. Впрочем, сотрудники ДПС все равно составили в отношении девушки протокол. Ей грозит штраф и лишение прав на срок до 2 лет. Известно, что 63-летний хозяин поврежденного дома поначалу хотел судиться с семьей Сергея Цапка из-за аварии, но уже 5 октября мужчина подписал документы об отсутствии претензий к Анастасии Феррер. Стороны заключили мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба. Компенсация была передана хозяину дома. По данным «База», ее размер составил 2,5 миллиона рублей. Андро Тапурия, отец певицы Кэти Тапурия. Проблемы с законом у мужчины начались в 80-е. Первый раз его посадили в тюрьму в 86 году. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство. В 96 году Андро Тапурия получил новый срок – 6 месяцев тюрьмы. В 2000-е мужчина некоторое время находился на свободе. В 2010 году его задержали сотрудники полиции за хранение наркотиков. Тапурию приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако спустя пару месяцев он скончался от передозировки. Кэти Тапурия, единственная дочь криминального авторитета, начала свою карьеру в 2000-е. В 2005 году грузинский продюсер Ната Думбадзе предложил группе А-Студио прослушать девушку в свой коллектив. В этом же году Тапурия стала участницей А-Студио. В 2021 году Кэти Тапурия рассказала в одном из интервью об отце. Она объяснила, что он никогда не был убийцей. То, что пишут в интернете, неправда. Неправда то, что он был убийцей. Я вам скажу, как так случилось, что эта фраза вообще появилась. Когда папа был подростком, во дворе была драка. Ему было лет 17-19. Во время драки умер пацан. Другие убежали, а папа остался. И он не сказал, кто это сделал. Он взял это на себя. Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство, призналась артистка.
Певица рассказала, что Андра Топурия был суперотцом и вором в законе. Это были 90-е годы, когда мы жили в Грузии. Он был вором в законе. Такой был период в Грузии сложный. На улицах порядок наводили они, поделилась певица. Дети Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр, Денис и Анастасия, дети от первого брака, проживают в Европе, по разным данным в Швейцарии или Великобритании. Информация о их деятельности крайне скудна. Известно, что получили высшее образование за границей и работают в сфере финансов, консалтинга, не комментируют прошлое отца.